В милицейском государстве, выстроенном при режиме Лукашенко, приоритет ставится не реальное соблюдение законности, а записанные на бумаге показатели в отчетах, так называемые «палки». Достичь требуемой цифры стремятся любой ценой. Для этого без зазрения совести подделывают документы и улики, предоставляют суду фальшивых свидетелей и задерживают невиновных. Сегодня мы расскажем о том, как работает эта система беззакония на примере Виталия Козлова, начальника милиции общественной безопасности УВД Минского облисполкома. Поддержи партизанскую хвалю и киберпартизан на Patreon. Ссылка под этим видео. Стань партизаном. Несмотря на то, что протестные акции в Беларуси не проходят уже больше года, размах репрессий не ослабевает. Под так называемые чистки попадают даже те, кто не интересуется политикой или вовсе поддерживают режим Лукашенко, поскольку в отношении таких дел не ищут основания или доказательства. Главное – предоставить требуемые показатели по задержаниям политических. Все потому, что структура МВД в Беларуси годами строилась на страхе перед начальством, гонке за цифрами в отчетах и формализме. Высокие должности в этой системе занимают не профессионалы, а те, кто способен послушно выполнять приказы любой ценой. К одним из таких деятелей относится полковник милиции Виталий Козлов. Козлов Виталий Анатольевич, заместитель начальника УВД Минского областного исполкома. Полковник милиции. Руководил силовыми разгонами мирных акций протеста. Оказывал давление на судей для выноса жестоких приговоров по политическим делам. Властный и беспринципный начальник. Карьерист. Известен близкими отношениями с Игорем Подвойским и частыми изменами жене. Виталий Козлов служит в милиции с 1998 года. Начал работу с должности участкового Октябрьского РОВД города Минска, где занимался проблемной молодежью, наркоманами и бездомными. Затем стал начальником инспекции по делам несовершеннолетних. Карьера Козлова пошла на взлет именно на волне политических задержаний. Вначале он отличился на разгонах протестов летом 2011 года, а затем летом-осенью 2020 года. В это время Козлов, по его словам, был готов даже стрелять в людей, не согласных с фальсификацией выборов. Как только дадут команду «вали нахуй», блядь, я уже, блядь, они же этого и ждут, понимаешь? Да, я Они знаю, же этого и поэтому, ждут, блядь. поэтому ОМОН не отправляю на Боровую, блядь, что там. Блядь, потому что, блядь, они вот ждут. Я вот открыл специально этот, блядь, канал, чтобы знать, что тут, блядь, происходит, блядь. Суки, блядь. Неужели нельзя его там где-то, блядь, чикнуть, нахуй? Да я же параллельно, сколько, ну, Говна всякого льет, блядь. Кисел, блядь, ладно, блядь. добро, добро. Спасибо. Добрый день, на связи, спасибо. Ну, уродов дохуя, конечно. Да много, конечно. А у вас там этот двор напротив УВД. Это Там- пиздец, там ладно, вообще- висят нахуй, блядь. И сейчас висят еще? Да? А что, ничего не придумали, что с ними сделать? Ну, не знаю, блядь. Город, пускай думаем, блядь. И сейчас висят, это что, между Ну, домами? мы тут и воевали нахуй, блядь, и что тут только не было, и стояли тут и кричали, каждый заебал меня под окнами нахуй, блядь, и бабы нахуй тут, блядь. Блядь, я уже был готов сам идти стрелять, ну нахуй, точно, это блядь. же у вас прямо напротив дома, там, напротив УВД, да? Ну. Благодаря исполнительности и жестокости по отношению к протестующим, Виталий Козлов в 2020 году получил высокую должность первого замначальника УВД Миноблисполкома. В начале 2021 года наградили даже его жену, Наталью Козлову. На собрании по случаю Дня белорусской милиции ей вручили медаль «Офицерская жена». Роль действительно непростая, так как Наталье приходится закрывать глаза на то, что Козлов днями пропадает на работе, приступает закон, проводит карательные операции и изменяет жене с коллегами. Как ты? Не получилось у меня вырваться. Не. Ну, завтра, завтра поеду.
Просто Мгм. сегодня на работе еще буду. И А, даже- завтра с утра поедешь? Не, сегодня, наверное, поеду. А, ты имел в виду, что пораньше вырваться? Мгм. А во сколько ж ты поедешь? Не знаю, на ночь. Ой, буду Посмотрим. волноваться. И дождь, и это Да, самое. разберусь. Вы набирали? Соскучился. Бывает и такое. Хорошо. Чем помочь? Да, не. А, так? Ну, хорошо, взаимно. В работе Козлов также показывает отсутствие принципов, вспыльчивость и грубость. Один из его бывших коллег вспоминает в интервью для издания «Наша Нива», как раздражала особенность Козлова устраивать истерики, кидать на пол бумаги и посуду. Однако хуже всего то, что, пользуясь служебным положением, Виталий Козлов и сам нарушает закон и заставляет так поступать подчиненных. Причем не только в отношении политических дел, потому что так привык работать. На следующей записи, сделанной 12 августа 2020 года, Козлов заставляет подчиненного подделать подписи в протоколах для суда. Алло. Александр Анатольевич, здравия желаю. А с тобой к общению связался начальник УПП города Минска? Нет. Ситуация, значит, твои крупские судьи там, блядь, заказали, где-то подписи участковых не было в протоколе, блядь. Вернулись с протоколами себе в крупке, блядь, не приняли решение там по пару человек. Ага. Свяжись с купчением, блядь, ну там, блядь, типа ты забрал протоколы, завез, блядь, в Минск, они там подписи поставили, вернул обратно. Сделайте там что-нибудь. Хорошо, я понял. Ты понял? Угу. По данным, которые киберпартизаны получили от анонимного сотрудника силовых структур, подделка подписей и общая халатность в ведении документации стали нормой для МВД Беларуси, которая практикуется десятки лет. И как только что-то идет не так, первая мысль – это приступить закон, а не исправить свои ошибки в рамках правового поля. Так, на следующей записи, сделанной 20 августа 2020 года, вы услышите, как Козлов открыто требует от подчиненного подделать улики. На связи. По машине вашей разбитой, блядь, подходишь к УАЗику, ебашишь наше стекло, дверь, блядь, сам ногой нахуй, блядь, фотографируешь и сейчас скидываешь. Сейчас, да? Ну, блядь, ну, должно быть видео, я утрирую, конечно, блядь. То, что сюда сбросили, там, в попыхах сфотографировали. Так, а оно- там же уже следственное, там уже осмотр машины делали, блядь. Да мне надо, чтобы, блядь, это раскороженная милицейская машина была, понимаешь, блядь, нахуй. Есть у вас такая, блядь, которую не жалко, блядь? Побить стекла, блядь. Да побить, не побить, блядь. Посмотри, если она там, она же еще побита, эта милицейская УАЗик. Ну, там переднее стекло выскочило и боковое выскочило, блядь. Так вы так сфотографировали, только, блядь, ошметки, блядь, стекол, блядь, внутри салона. Так, а там уже сразу убрали это все с ночи. Она на утро, естественно, Она группу сейчас, прийти- блядь, со стеклами или без? Вроде без. Так подойдите, сфотографируйте, чтобы было видно ужасы, нахуй, блядь, и последствия. Принял. И скиньте Раковскому штамп быстро. Раковский. В правовом демократическом государстве подобный разговор, поскольку он попал на запись до ОРТ МВД, стал бы основанием для служебной проверки в отношении полковника милиции Виталия Козлова. Но в Беларуси такой образ действий в силовых структурах принят давно. Козлов отдает приказ подчиненному быстро, ни секунды не сомневаясь, потому что привык, когда одни преступники в так называемых правоохранительных органах покрывают других. И только с начала 2020 года людям открылась правда о том, как принято действовать внутри структур МВД. Так, на следующей записи от 9 мая 2021 года Козлов отдает распоряжение начальнику милиции общественной безопасности Сергею Удодову задержать в отдельном населенном пункте вообще всех людей, ранее привлекавшихся по политическим статьям. Здравия желаю, полковник. Привет, Сережа, с праздником. Да, спасибо вам также. По Хотежину, что там? Значит, смотрите, по Хотежину поступила информация, якобы повесили на флажок флаг. Поехал участковый проверять Юхименко. Информация подтвердилась, флаг сняли, флага нет. Но сельсовет говорит о том, что якобы там висел белорусский флаг. Сейчас отправили туда группу, ну, будем разбираться, где Что, был все флаг. подтверждается? Да, подтверждается. Когда, блядь, это кто-то сделал? Там видео есть рядом? Ну, дома рядышком расположены, будем отрабатывать, сейчас А смотреть. что это за флагшток, блядь? А это возле могилы. Какой могилы? Ну, возле памятника воинам.
Блядь, нахуй. Давайте в группу туда, блядь, нахуй, блядь. Надо подъехать, блядь. Полосу пускай подъедет, блядь. Установить лиц, блядь, кто это сделал. Блядь. Я понял, хорошо. Ну, я там поднял всех, сейчас будут работать. Там, и опера все будут смотреть. Там они же развесили центральную улицу, блядь, это в Хотежино, поэтому там по центральной улице все сняли, блядь, на въезде в Хотежино. С утра еще МЧСом зарядили, но этого не видели, блядь, поэтому так получилось. Так Хуёво, сняли еще блядь. с утра. Хуёво. Какие-то падлы, блядь. Но там есть у нас группа людей, которых мы закрывали за чучело, Сейчас блядь. надо, блядь, всех нахуй, блядь, ебашить, нахуй, сегодня, блядь. За это. понял. Всех, блядь, по списку, нахуй. Всех, кто там, блядь, проживает в этом Хотежино, блядь. Ранее привлекавшихся, всех нахуй закрыть сегодня, блядь. Я все... Если надо, ОМОН туда переместить, блядь. Я понял, сейчас... Если надо, сразу же отправляйте туда ОМОН защищать, нахуй, это Хотежино. Хорошо, я понял, ты спокойно. Сейчас организуем еще. Хорошо. Показательно, что о сборе доказательств и даже минимальном расследовании по делу в Хотежино не идет и речи. Для Козлова и Удодова главное – как можно скорее обвинить хоть кого-нибудь. Для этого на всякий случай задерживают вообще всех. Причем делают это демонстративно, с нарядом ОМОНа, как будто имеют дело с вооруженными бандитами, а не с обычными жителями небольшого поселения в Минской области. Так работает система правоохранительных органов при Лукашенко, когда настоящие преступники не наказываются властью, а работают на нее. Основа этого режима – беспринципные, недалекие и аморальные люди. И пока такие, как Виталий Козлов и Сергей Удодов, остаются на ключевых постах в органах правопорядка, репрессии не закончатся. Для них не имеет значения наличие оснований и доказательств, так как в любом случае нужно продемонстрировать начальникам требуемые показатели. А тем, в свою очередь, важно только вовремя сложить отчет на стол диктатору. Поддержи партизанскую хвалю и киберпартизан на Patreon. Ссылка под этим видео. Стань партизаном.